Здравствуйте, уважаемые студенты! Сегодня продолжаем заниматься физикой, продолжаем курс лекций по физике для студентов первого курса. И сегодняшняя лекция у нас будет посвящена уже электрическим свойствам тканям организма. Также разберемся, как постоянный и переменный низкочастотный ток действует на ткани организма, как можно использовать постоянный и переменный ток в лечении и также для диагностики. Ну, а вообще, если говорить про электрические явления, то они присутствуют в организме человека, то есть благодаря проведению нервных импульсов ткани организма могут реагировать на действия внешних раздражителей. Ну и кроме того, у нас внешний ток оказывает воздействие на ткани организма. Как я сказала, это можно применять в медицине. Ну и также у нас постоянный и переменный низкочастотный ток могут оказывать поражающее действие на ткани организма. Тема сегодняшней лекции – это электропроводимость биологических тканей, физические основы реографии. Что касается вопросов сегодняшней лекции, то данные вопросы у нас также выносятся на дифференцированный зачет. Можете посмотреть эти вопросы. То есть это и биофизические основы раздражающего действия электрического тока, действия низкочастотного переменного тока. И также, что касается реографии. То есть эти вопросы мы сегодня рассматриваем на лекции. Первое, что нам необходимо вспомнить, это что такое диэлектрики, что такое проводники. То есть диэлектрики у нас не проводят электрический ток, и диэлектрики не имеют свободных заряженных частиц, посредством которых происходит перенос электрического заряда. Если говорить о тканях организма, то к диэлектрикам мы можем отнести роговый слой кожи, связки, сухожилия, костную ткань. То есть эти ткани у нас не проводят электрический ток. Но если говорить про кожу, то в сухом виде не проводит электрический ток. Проводники – это те вещества, которые имеют свободные заряженные частицы. То есть если мы вспомним металлы, то здесь у нас электроны являются источником электрического тока. Ну а что касается ткани организма, то ткани организма у нас содержат ионы, благодаря тому, что происходит диссоциация молекул на ионы. И вот как раз посредством ионов у нас происходит перенос электрического заряда, возникает электрический ток. По проводящим свойствам ткани организма у нас характеризуются следующим образом. То есть это у нас максимальная проводимость, тут у нас показана именно проводимость. Максимальная проводимость характеризует спинномозговую жидкость. Далее по проводимости, по убыванию идет цельная кровь. Дальше мышечная ткань, печень, ну и ткани внутренних органов. Данные ткани характеризуются большим количеством воды, ну и как раз благодаря присутствию воды в тканях организма организм проводит электрический ток. То есть чем больше воды, тем больше у нас будет проводимость. Следующее, что нам нужно выяснить, это вообще, что такое электропроводность. Раз мы уже заговорили об этом вопросе. Итак, электропроводность – это способность ткани пропускать электрический ток под действием электрического поля. И, как я вам уже сказала, электропроводность, она обусловлена присутствием свободных зарядов в организме человека, это ионы. За счет этого возникает ток проводимости. Электропроводность – это характеристика, обратная электрическому сопротивлению. Формула у нас здесь показана. Здесь вот у нас формула электропроводности. Ну и единица измерения электропроводности – это Сименс. Следующий вопрос – это ток проводимости. То есть данное понятие изучается в школьном курсе физики. Но давайте вспомним, что такое ток проводимости.
направленное движение заряженных частиц под действием электрических сил, под действием электрического поля, можно сказать. Здесь у нас показан проводник, который имеет свободные заряженные частицы. То есть вот у нас есть положительно заряженные ионы, есть отрицательно заряженные ионы. А благодаря присутствию данных заряженных частиц и приложению разности потенциалов, то есть с одной стороны у нас Фи1, с другой стороны Фи2, возникает направленное движение заряженных частиц. В данном случае у нас присутствует электрическое поле, оно характеризуется напряженностью Е. И данная напряженность определяется как минус градиент потенциала, ну или же в дифференциальном виде это есть минус производная потенциала по координате. То есть за счет того, что существует электрическое поле, за счет того, что в данном случае присутствует электродвижущая сила, возникает направленное движение заряженных частиц. Сила тока, которая в данном случае будет характеризовать перемещение заряженных частиц, она определяется как либо производная заряда по времени, либо же можно сказать, что это есть отношение заряда, переносимого через поперечное сечение проводника ко времени, в течение которого происходит данный перенос. В дифференциальном виде это dq, деленное по dt, то есть производная заряда по времени. За направление электрического поля у нас принимается направление движения положительно заряженных частиц, то есть это исторически так сложилось, что у нас за направление заряженных частиц, за направление тока принимается направление движения положительно заряженных частиц, то есть от плюса к минусу. Ну и у нас здесь еще раз дается определение силы тока, то есть это заряд, который протекает через поперечное сечение проводника за единицу времени. Вспоминаем, что сила тока у нас измеряется в амперах. Ну, вот что касается все-таки медицины, то здесь возможно также измерение силы тока в дольных единицах. Это миллиамперы, микроамперы. Также посмотрим на такую характеристику ткани организма, как удельное сопротивление. Удельное сопротивление – это у нас характеристика обратной удельной электропроводности. И если мы рассматриваем характеристики ткани организма, то удельное сопротивление будет минимально для спинномозговой жидкости. Мы уже посмотрели, что спинномозговая жидкость, она характеризуется максимальной проводимостью, но вот кость без надкостниц у нас имеет максимальное значение сопротивления, поэтому в данном случае электрический ток протекать не будет. Ну, а что касается в целом всего организма, то электрический ток будет протекать по пути наименьшего сопротивления, то есть там, где у нас сопротивление будет минимальное. И вот что касается электропроводности тканей организма, что касается удельного сопротивления, то можно сказать, мы уже говорили, что те ткани, которые богаты водной средой, они характеризуются максимальным значением электропроводности, минимальным электрическим сопротивлением. И вот как раз кровеносная система у нас, мы уже говорили, что она обладает достаточно хорошей электропроводимостью. То есть за счет присутствия как раз большого количества воды у нас кровь будет характеризоваться большой электропроводностью. Кроме того, также лимфатическая система также является достаточно хорошим проводником, и тоже вследствие этого у нас проводимость будет достаточно хорошая, ну и проводящие свойства ткани организма в данном случае как раз зависит также от этих систем. То есть кровь, лимфа у нас являются достаточно хорошими проводниками,
Также вспоминаем, что у нас клетки содержат цитоплазму, это жидкость, за счет чего также происходит перемещение заряженных частиц. И, кроме того, межклеточная жидкость также у нас участвует в проведении электрического тока. Для того, чтобы охарактеризовать ток, который протекает по тканям организма, мы можем использовать не только характеристику силы тока, значение силы тока, но и также используют в медицине такую характеристику, как плотность тока. Плотность тока позволяет оценить силу тока через единицу площади поверхности перпендикулярно направлению движения заряженных частиц. Итак, у нас сила тока определяется, плотность тока определяется как сила тока, деленная на площадь поперечного сечения. Ну и также в дифференциальном виде мы можем записать, что это есть производная от заряда по времени, умножить на единицу, деленную на площадь сечения. Также, если мы говорим про электролиты, мы можем говорить, что плотность тока у нас определяется следующей формулой. Это есть заряд иона умножить на концентрацию заряженных частиц, то есть концентрацию иона, и умножить на скорость перемещения заряженных частиц. То есть для электролитов мы можем использовать вот такую вот формулу, зная концентрацию заряженных частиц, зная заряд и скорость перемещения иона в данной жидкости, в данном электролите. Так, единица измерения плотности тока, основная единица, которая применяется в СИ, это 1 ампер, деленный на метр квадратный. Ну и опять же мы можем использовать дольные единицы. Это, например, микроампер на сантиметр квадратный, миллиампер на сантиметр квадратный. То есть в медицине применяются также дольные единицы, что является удобнее, потому что все-таки мы в данном случае будем использовать ток небольшой величины, поэтому плотность тока у нас не будет достигать, естественно, 1 ампера на метр квадратный, много меньше будет. Продолжаем разбираться с характеристиками электропроводности, характеристиками ткани организма. Ну и что касается электропроводности, еще раз можно вспомнить, что электропроводность у нас характеризуется как величина обратная общему сопротивлению, то есть общая электропроводность равна единице разделить на общее сопротивление. Удельная электропроводность – это есть величина обратная удельному сопротивлению. То есть вот это вот у нас формула работает. Ну и опять же мы говорим о том, что у нас присутствуют ионы. Основными носителями являются ионы в тканях организма. В данном случае электропроводность может быть рассчитана по следующей формуле. Альфа – это коэффициент электрической диссоциации, Q – это заряд иона, N – это концентрация, опять же, заряженных частиц ионов. Ну и вот B- и B+, это подвижность отрицательных ионов, положительных ионов. Подвижность – это характеристика, которая позволяет оценить скорость перемещения ионов при условии, что напряженность электрического поля равна единице. Подвижность иона у нас может быть рассчитана по следующей формуле. То есть здесь заряд разделить на 6π. Буковкой это мы обозначаем вязкость той среды, в которой перемещается ион. И R – это радиус иона. Соответственно, данной формуле можно сделать вывод, что чем больше размер иона, тем меньше его подвижность, соответственно, электропроводность будет меньше. Также
Подвижность у нас будет зависеть от температуры. То есть чем больше будет температура, тем выше будет подвижность, соответственно, электропроводность тоже будет увеличиваться. То есть, используя данную формулу, мы можем также оценить электропроводность ткани организма с учетом подвижности ионов, с учетом заряда и концентрации ионов. Что касается электропроводности ткани зуба, то здесь у нас следующее соотношение. Пульпа содержит у нас достаточно большое количество воды, поэтому она характеризуется максимальным значением электропроводности для ткани зуба. Дентин имеет электропроводность поменьше. Здесь содержится от 4 до 5% воды от массы. И вот эмаль зуба, она у нас имеет достаточно низкую электропроводность, потому что здесь минеральные ткани. Что касается распространения тока, то, естественно, ток, мы говорили, он распространяется по пути наименьшего сопротивления. Ну, то есть тут достаточно сложный путь при распространении тока. Следующий вопрос. Разберемся, как постоянный ток действует на ткани организма и как можно использовать постоянный ток в медицинских целях. Итак, вспоминаем, что постоянный ток – это ток, характеристики которого не меняются со временем. Постоянный ток у нас характеризуется тем, что направление движения заряженных частиц также не изменяется. Для постоянного тока у нас может применяться закон Ома на участке цепи. То есть сила тока она определяется как напряжение разделить на сопротивление данного участка. То есть у нас прикладывается определенное напряжение в зависимости от сопротивления данных тканей, данного проводника у нас определяется сила тока. Ну и что касается ткани организма, здесь у нас сила тока она будет зависеть как раз от сопротивления ткани организма, от того, какой путь в данном случае у данного тока. То есть в зависимости также от состояния ткани организма, то есть если у нас проводимость увеличивается, соответственно, сила тока будет также увеличиваться. В зависимости от того, в каком состоянии кожные покровы находятся, то есть если у нас кожа увлажненная, то сила тока будет больше, потому что сопротивление будет уменьшаться. Зависит от толщины кожи, то есть вот что касается ткани организма, то тут сила тока, она зависит от того, какой путь прохождения и от того, в каком состоянии находится ткань. Так как мы говорили о том, что у нас ткани организма характеризуются удельной электропроводностью, и также мы можем оценивать ток, который протекает по тканям организма при помощи плотности тока, можно также отметить закон Ома в дифференциальной форме. В данном случае у нас плотность тока определяется как удельная электропроводность умножить на напряженность электрического поля, который в данном случае действует, ну и под действием которого происходит перенос заряженных частиц. Что происходит в тканях организма под действием постоянного тока? На первых диэлектриках у нас происходит перераспределение ионов, ну и кроме того, точнее перераспределение ионов происходит в проводящих тканях, а у диэлектриках происходит также поляризационные явления, то есть связанные заряженные частицы у нас будут стремиться к противоположному полю, вследствие этого возникает поляризация диэлектрика. В хорошо проводящих тканях у нас происходит направленное движение потоков ионов. И кроме того, у нас, так как ткани организма характеризуются активным сопротивлением,
то в тканях организма также происходит выделение тепла. Итак, в хорошо проводящих тканях у нас присутствуют заряженные частицы иона, поэтому в данном случае возникают направленные потоки ионов, то есть возникает ток проводимости. И данное явление у нас будет сопровождаться выделением тепла. Ну, и что касается поляризации, можно посмотреть, что если у нас содержится в диэлектрике дипольные молекулы, то они при наличии внешнего поля будут располагаться следующим образом. То есть отрицательный заряд у нас будет стремиться к плюсу внешнего поля, положительный к минусу. То есть образуются связанные заряды. И кроме того, в данном случае внутри данного проводника, точнее диэлектрика, у нас возникает поле, которое компенсирует внешнее поле. То есть напряженность этого поля у нас будет направлена в обратном направлении по отношению к внешнему полю, то есть будет происходить компенсация внешнего поля. Ну и что касается ткани организма, то у нас также, если мы посмотрим, с течением времени сила тока будет уменьшаться до какого-то определенного значения, как раз за счет того, что присутствует явление поляризации и будет возникать поле, которое имеет противоположную направленность. Что касается клетки, тут тоже у нас происходит поляризационное явление. То есть вот как раз ионы у нас перераспределяются, отрицательно заряженные ионы двигаются к плюсу, к внешнему, положительные к минусу. То есть здесь также у нас будет наблюдаться поляризация. Следующее явление, которое возникает под действием постоянного тока, это явление электролиза. То есть тогда, когда мы опускаем электроды в электролит, на электродах у нас будут выделяться вещества, которые входят в состав электролита. То же самое касается ткани организма. То есть тогда, когда мы на кожу накладываем электроды, на электродах у нас будет выделяться с одной стороны натрий OH, с другой стороны будет выделяться соляная кислота. То есть продукты электролиза тоже будут выделяться, поэтому если проводятся лечебные процедуры с применением постоянного тока, и также переменного тока, то в данном случае электроды нельзя накладывать прямо на кожу, потому что продукты электролиза, химические вещества, они оказывают негативное воздействие на кожу. Для этого используют гидрофильные прокладки, для того, чтобы вот эти продукты как раз впитывались в гидрофильные прокладки. Не было негативного воздействия на кожный покров. Кроме всего вышеперечисленного, нужно отметить, что при определенной силе тока постоянный ток будет вызывать раздражение ткани и возбуждение ткани. То есть при достаточно большой силе тока у нас возникают уже негативные явления, которые будут приводить к тому, что происходит проведение нервных импульсов по нервным волокнам, также происходит сокращение мышц, мышц сердца также, мышц дыхательной мускулатуры также происходит сокращение под действием постоянного тока, ну и также под действием низкочастотного тока данное явление тоже будет происходить. Поэтому постоянный ток у нас ограниченно может использоваться по силе в медицине. И это объясняется одной из теорий, ионная теория возбуждения есть. Данная теория достаточно уже старая, то есть порядка 100 лет ей уже. Но можно также ознакомиться, о чем говорит данная теория, как она объясняет тот факт, что ток у нас оказывает раздражающее и возбуждающее действие. То есть мы с вами говорили, что на ткани организма мы помещаем два электрода, катод и анод. Катод отрицательно заряженный, анод положительно заряженный. Вследствие того, что у нас ткани организма содержат ионы, то под действием электрических сил, которые действуют на ионы,
будет происходить перемещение этих заряженных частиц. То есть к катоду будут перемещаться положительные заряженные, ну, как здесь у нас показано, это калий, натрий, магний, кальций. А к аноду, соответственно, отрицательно заряженные ионы будут перемещаться. Причем, если вспомнить формулу подвижности, то мы говорили, что подвижность будет максимальна у тех ионов, которые имеют минимальные размеры. То есть калий и натрий, как более мелкие ионы, они будут перемещаться быстрее. Ну, здесь у нас как раз на этом слайде показано, что калий и натрий они у нас перемещаются к катоду. А калий и натрий, дело в том, что у нас отвечают за генерацию потенциала действия, то есть то, что лежит в основе проведения нервных импульсов, раздражающего, возбуждающего действия. Поэтому в данном случае у нас под катодом возникает ситуация, когда раздражение и возбуждение ткани происходит при меньшей силе раздражения за счет того, что в данном случае происходит увеличение концентрации данных ионов под катодом. Под анодом, наоборот, у нас наблюдается уменьшение этих ионов, поэтому здесь происходит торможение. И вот как раз данное явление можно использовать для того, чтобы произвести обезболивание. Кроме того, также у нас известно, что соотношение количества ионов калия и натрия, их суммы, к сумме ионов кальция и магния есть величина постоянная при нормальном функционировании ткани организма. Если происходит увеличение данной величины, то это приводит к тому, что происходит возбуждение. При снижении этой характеристики у нас функциональная активность будет уменьшаться, ну и возбудимость тоже уменьшается. То есть под анодом у нас как раз будет наблюдаться ситуация, когда наблюдается снижение функциональной активности. Следующее, что мы можем отметить при действии постоянного тока, если мы рассматриваем биофизическое действие постоянного тока, что под анодом снижение возбудимости ткани, то есть об этом уже я говорила, и отсутствие ощущений. То есть можно использовать данный факт для того, чтобы произвести обезболивание. Под катодом будет наблюдаться гиперемия, то есть покраснение, так как происходит расширение сосудов, происходит усиление кровообращения. Это тоже один из положительных фактов, которые можно использовать в медицине при использовании постоянного тока. Также под катодом у нас наблюдается разрыхление ткани, отек, и под анодом будет наблюдаться уплотнение. Кроме того, под электродами у нас будут выделяться биологически активные вещества, которые тоже будут оказывать положительное воздействие на ткани организма. Следующий вопрос – это применение постоянного тока. Постоянный ток у нас применяется для терапии. И здесь два вида терапии можно выделить. Это гальванизацию и электрофорез. Гальванизация у нас – это терапия при помощи постоянных токов малой силы и низкого напряжения. Мы уже говорили, какие явления в данном случае происходят выше. И как раз вот гальванизация использует то биофизическое действие, которое наблюдается в тканях организма. Сила тока у нас здесь ограничена, то есть мы уже говорили, что при постоянном токе также возможно раздражение, возбуждение ткани организма. Поэтому сила тока в данном случае должна не превышать 50 миллиампер. Это что касается взрослого населения. Если мы рассматриваем педиатрию, то здесь сила тока регулируется 5 миллиамперами. Кроме того, также постоянный ток у нас может применяться в стоматологии. И здесь величина тока также не превышает 5 миллиампер. Для проведения процедур могут использоваться различные аппараты, то есть их сейчас множество различных аппаратов. Ну, как пример можно привести аппарат поток-1, аппарат ГР-2, это что касается стоматологии. Процедуру в данном случае проводят
на пороге ощутимого тока, либо пороге неощутимого тока. То есть неощутимый ток – это ток, который мы не ощущаем, нет ни тепла, ни возбуждения. Здесь также показан аппарат поток 1, с помощью которого можно производить данную процедуру. То есть содержит он миллиампер метр. То есть миллиампер метр позволяет нам оценить ту силу тока, которая в данном случае протекает. Ну и когда производят процедуру, опрашивают пациента, какие ощущения у него есть. То есть если это порог ощутимого тока, в данном случае пациент должен ощущать покалывание, пощипывание, и уже на данной величине тока проводится процедура. Так, ну и давайте выясним. Так, сейчас посмотрим. Вот у нас показана процедура, как она проводится. Процедура гальванизации. То есть два электрода, положительный и отрицательный, накладываются на тело человека, ну и плюс еще сверху подушечку, чтобы увеличить прикосновение, чтобы контакт был лучше. И теперь давайте выясним, что такое порог ощутимого тока. То есть это минимальная величина тока, раздражающее действие которого будет ощущать человек. Ну, я вам уже говорила, что для каждого пациента у нас определяется сила тока по его ощущениям. Ну и кроме порога ощутимого тока выделяется также порог неотпускающего тока. Порог неотпускающего тока – это минимальная величина тока, при которой человек не может самостоятельно освободиться от зажатого в руке проводника, электрода, например. То есть в данном случае у нас явление это будет объясняться тем, что сила мышц сгибателей, она сильнее, чем сила мышц разгибателей. Поэтому происходит сокращение мышц, и человек не может разжать руку самостоятельно. Поэтому в данном случае у нас возникает вот такое вот явление. Действует порог неотпускающего тока, человек самостоятельно не может освободиться от электрода. То есть нужно либо убрать источник тока, либо каким-то образом заставить человека освободиться, то есть стукнуть, например, по руке, чтобы он освободился от электрода. Следующее применение, то есть мы с вами разобрали гальванизацию. Теперь следующее применение постоянного тока в терапии – это лекарственный электрофорез. В данном случае у нас происходит действие сразу двух факторов. Это, во-первых, действие постоянного тока, который имеет положительный эффект, то есть используется тот же самый аппарат поток 1 в данном случае. И также у нас вводится лекарственное вещество в виде ионов. Под один из электродов располагают лекарство и далее уже производят введение лекарственного вещества. Посмотрим покрупнее картинку. То есть у нас есть прокладка с веществом, которое содержит лекарство. И в данном случае мы накладываем лекарственное вещество под положительно заряженный электрод, анод. Вследствие того, что положительно заряженные ионы будут отталкиваться от положительно заряженного электрода, у нас будет наблюдаться движение ионов от плюса к минусу, ну и, соответственно, будет происходить введение лекарственного вещества в ткани организма. Отрицательные ионы, соответственно, естественно, у нас не будут перемещаться, потому что отрицательные ионы притягиваются к положительному электроду, поэтому перемещение не наблюдается. Показано также здесь присутствие гидрофильных прокладок, что является обязательным при проведении гальванизации электрофореза. То есть так как у нас происходит электролиз, происходит выделение веществ, которые присутствуют в тканях организма, поэтому возможно негативное воздействие на кожный покров. Поэтому необходимо использовать гидрофильные прокладки. Преимущества данного метода. Ну, во-первых, уже говорилось, что у нас в виде ионов вводится вещество, то есть вводится в электрически активном состоянии, действует эффективнее.
Второе – это то, что вводится к участку патологии. То есть происходит локальное воздействие на ткани организма. Следующее. Не нарушаются кожные покровы, не происходит воздействие на желудочно-кишечный тракт, что наблюдается при других способах введения лекарственных веществ. То есть локально вводится вещество и происходит как раз воздействие на воспаление. Также мы уже отмечали, что под электродами возникает гиперемия, точнее под катодом. Она долго держится, то есть это приводит к чему? К тому, что расширяются кровеносные сосуды, усиливается кровоснабжение данных тканей, что имеет также положительное воздействие в лечебных целях. Ну и кроме того, при введении лекарства у нас под электродами образуется лекарственное депо, накопление лекарственного вещества, которое оказывает более длительный промежуток времени воздействия. Это тоже как бы плюс данного метода. Мы уже отмечали, когда рассматривали данную методику, что у нас лекарство вводится с того полюса, зарядом которого она обладает. То есть нам необходимо, чтобы ионы отталкивались от электрода и притягивались к противоположно заряженному электроду. Здесь у нас то же самое показано. То есть кальций у нас отталкивается от положительно заряженного анода, притягивается к отрицательно заряженному катоду. Здесь с йодом наоборот обратное явление происходит. Еще раз можно посмотреть, что сила тока здесь у нас применяется до 50 миллиампер, напряжение 60-80 вольт. Также можно посмотреть еще на один аппарат, который используется в данном случае. Ну и вот глубина проникновения лекарственных веществ в данном случае будет 0,5-0,7 сантиметра. Это вот что касается лекарственного электрофореза. Следующее, для чего мы можем использовать постоянный ток в медицине, это стоматологическое применение для диагностики состояния тканей зубов по порогу ощутимого тока. То есть в зависимости от степени разрушения у нас ток, который мы в данном случае ощущаем, будет различным. И как раз по величине тока врач может сориентироваться, какова степень разрушения. Но данная методика достаточно редко используется, но также можно знать, что возможно данное применение. Также мы говорили уже, что под анодом у нас наблюдается снижение возбудимости, и поэтому данный факт можно использовать в целях обезболивания. Здесь вот чаще всего все-таки используются для обезболивания низкочастотные токи. То есть методики, где как раз происходит обезболивание при помощи низкочастотного тока, но действие то же самое будет наблюдаться. Так, теперь давайте выясним, как переменный ток оказывает воздействие на ткани организма, и вспомним, что такое переменный ток. Так, переменный ток – это ток, параметры которого изменяются, сила тока изменяется, напряжение изменяется. Кроме того, также изменяется направление движения заряженных частиц по какому-либо закону. То есть это может быть синусоидальный закон, может быть закон какого-то другого характера. Ну и так как у нас ток является непостоянным, происходит его изменение, то здесь появляется еще одна характеристика – это частота тока. Частота у нас может быть различной, поэтому ток мы можем поделить на низкочастотный, высокочастотный ток. Сегодня мы поговорим о действии низкочастотного тока. В следующий раз будем уже рассматривать, как действует высокочастотный ток, высокочастотные электрические поля на ткани организма, каким они обладают действием. Что касается низкочастотного, то здесь по частоте ток у нас от нуля, ну не прямо от нуля, приближенно от нуля до 100 кГц, потому что если частота равна нулю, то это постоянный ток. До 100 кГц.
это низкочастотный ток. Ну и вот что касается воздействия низкочастотного тока и высокочастотного тока, можно сказать, что действие будет зависеть от частоты. То есть здесь наблюдается следующая ситуация. Итак, в данном случае в зависимости от частоты у нас порог ощутимого тока, порог не отпускающего тока будет изменяться. То есть при низких частотах от 0 Гц у нас порог не отпускающего тока и ощутимого тока будут выше. Максимальной чувствительностью обладают ткани организма на частоте 60-100 Гц. То есть это как раз ток промышленной частоты. И у нас здесь переменный ток, низкочастотный ток характеризуется максимальным поражающим воздействием. В случае высокочастотного тока у нас уже не будет наблюдаться данного явления, то есть высокочастотный ток он не обладает поражающим, возбуждающим действием. Так как ток достаточно быстро изменяется, то ткани организма не обладают инерционным свойством, они не успевают среагировать на действие данного тока. Поэтому проведение электрического тока не будет наблюдаться, но и будут наблюдаться только поляризационные явления. В данном случае ток не будет замыкаться, так как частота будет достаточно высокая, и у нас заряженные частицы будут перемещаться то в одном направлении, то в другом направлении. Ток не будет замкнут. Ну и кроме того, у нас нервные окончания не также у нас характеризуются определенной скоростью реагирования. И при высокочастотном токе у нас не будет происходить раздражение, возбуждение тканей организма. То есть низкочастотные токи, они характеризуются максимальным раздражающим, возбуждающим действием. Рассмотрим действие токов и полей низкой частоты. Во-первых, так как у нас ткани организма характеризуются активным сопротивлением, то в проводящих средах будет наблюдаться выделение тепла. То есть тепло у нас выделяется по закону Джоуля-Ленца. Количество теплоты определяется силой тока, произведением силы тока и напряжения и времени, в течение которого происходит воздействие тока. Кроме того, как мы уже говорили, что под действием низкочастотного тока у нас происходит раздражение тканей организма, возбуждение тканей организма в зависимости от силы тока. То есть мышечные ткани будут сокращаться, нервные ткани будут проводить импульсы возбуждения. А в связи с этим, так как у нас низкочастотные токи, они характеризуются такой особенностью, они для лечебных целей используются ограниченно, потому что обладают сильным раздражающим, поражающим действием. Могут они у нас использоваться только в виде импульсов. То есть токи низкой частоты используются в виде импульсного тока для стимуляции ткани организма. Ну и вот можно отметить, мы уже в принципе на графике это посмотрели, что максимальное раздражающее действие для низкочастотного тока будет наблюдаться на частоте от 30 до 300 Гц. Итак, рассматриваем, как у нас используются импульсные токи низкой частоты в медицине. Ну и первое, что нам нужно выяснить, это что такое электрический импульс. Итак, электрический импульс – это кратковременное изменение силы тока и напряжения. Импульсный ток, он у нас состоит из ритмически повторяющихся импульсов с определенной частотой, длительностью, амплитудой и также определенной формой. Здесь у нас показаны диадинамические токи, которые
являются также импульсными, то есть есть у нас период действия тока, есть также период, который называется паузой. То есть в данном случае у нас присутствует импульсный ток, состоящий из определенных импульсов. Следующее – это характеристики импульсного тока. И характеристики импульсного тока также учитываются при назначении импульсной терапии. Первая характеристика – это длительность импульса, то есть время, в течение которого мы наблюдаем действие этого импульса, наличие электрического тока. Следующее у нас идет это пауза, то есть время, в течение которого ток отсутствует. Тут тоже можно посмотреть на рисуночке. То есть есть длительность импульса, далее пауза. Ну и в сумме данные характеристики, они будут у нас являться периодом импульсного тока. Обозначается буквой Т большой. Максимальная сила тока, которая будет в данном случае фиксироваться, будет называться амплитудой импульса. То есть тоже у нас присутствует данная характеристика. Вот она у нас. Время, в течение которого будет происходить нарастание силы тока, обозначается буквой тау и называется длительностью фронта. Также учитываются такие характеристики при назначении процедуры, как скважность следования импульсов, обозначается буквой S и находится как отношение периода импульсного тока к длительности импульса. Следующее – это крутизна фронта, обозначается буквой R и рассчитывается как 0,8 амплитуды разделить на длительность фронта. Это характеристики импульсного тока. Лечебное применение низкочастотных токов у нас возможно применение токов для диодинамотерапии. Также возможно применение в качестве электросна. Есть также такая методика, как амплипульс-терапия для стимуляции. Ну и также применяется для дефибрилляции. То есть в том случае, когда у нас, сейчас рассмотрим подробнее, когда необходимо восстановить деятельность сердца. Итак, поподробнее рассмотрим применение импульсных токов в медицине. Первое – это диагностика. Здесь возможно применение токов прямоугольной формы для того, чтобы оценить функциональное состояние, например, мышц, рецепторов, перед тем, как проводить терапию, низкочастотную терапию. Терапия у нас здесь используются также импульсные токи различной формы в зависимости от ситуации. То есть это может быть терапия для восстановления работы мышц в случае травмы, при нарушении иннервации. То есть на поврежденную мышцу накладываются электроды и воздействуют определенным током, вызывая сокращение данной мышцы. Следующее – это электростимуляция. Здесь также у нас используются импульсные токи низкой частоты для того, чтобы восстановить функциональное состояние внутренних органов, тогда, когда наблюдается недостаток в работе мышц внутренних органов. То есть происходит раздражение, электрическое раздражение данных тканей. Ну, и что касается вот импульсные токи, они по своему действию соответствуют распространению нервных импульсов по тканям организма, что касается именно потенциала действия. То есть так же, как и в обычном случае при наличии
здорового состояния у нас импульсные токи вызывают те же самые эффекты. Следующее – это электроимпульсная терапия. Здесь происходит однократное воздействие на сердце для того, чтобы восстановить полярность сердца, тогда, когда наблюдается нескоординированное сокращение желудочков сердца, фибрилляция желудочков сердца, воздействует однократным током, напряжение которого составляет порядка 5 киловольт, то есть достаточно высокая сила, и в данном случае восстанавливает поляризацию сердца, то есть что соответствует нормальному состоянию, то есть к исходному уровню поляризации. Возвращает сердце, далее сердце уже работает в нормальном режиме. Следующее применение низкочастотных токов – это диагностическое применение. И здесь вот отдельно можно выделить такую методику, как реография. Реография основана на том, что мы измеряем полное сопротивление тканей человека на низкой частоте. Ну и вот тут как раз нам необходимо выяснить, что такое полное сопротивление, как оно определяется. Итак, полное сопротивление, оно имеет специальное название импеданс. И если мы рассматриваем цепь переменного тока, то в данном случае у нас импеданс складывается из сопротивления активного, у нас R в квадрате, у нас R в квадрате, то есть активное сопротивление. Дальше плюс реактивное сопротивление, которое определяется как разность сопротивления катушки индуктивности XL и также сопротивление конденсатора XC. То есть в данном случае у нас полная цепь для переменного тока имеет сопротивление Z равно корень квадрата R в квадрате плюс квадрат разности XL, сопротивление катушки индуктивности и сопротивление конденсатора. Что касается ткани организма, то ткани организма у нас характеризуются только емкостным сопротивлением и активным сопротивлением. Сопротивление индуктивного в данном случае мы не имеем, потому что ткани организма не имеют таких элементов, которые соответствовали бы катушкам индуктивности. Ну, что касается емкостных свойств, тут как раз явление поляризации. И, кроме того, также тот факт, что у нас при помещении в электрическое поле происходит распределение заряженных частиц. Если мы рассматриваем клетку, в клетке у нас есть заряженные частицы, и мы уже смотрели подобный рисунок, происходит перераспределение заряженных частиц таким образом, что с одной стороны у нас будет наблюдаться отрицательный заряд, с другой стороны будет наблюдаться положительный заряд. Кроме того, также в цитоплазме и во внеклеточной жидкости происходит перераспределение заряженных частиц. Если рассматриваем мы клетку, то нужно учитывать, что мембрана клетки – это диэлектрик. И вокруг как раз данного диэлектрика с одной стороны у нас будет наблюдаться отрицательный заряд, с другой стороны будет наблюдаться положительный заряд. То есть эта система, она является прообразом электрического конденсатора. Характеристикой данного конденсатора является как раз электрическая емкость. То есть ткани организма, они способны накапливать электрический заряд, и при помощи характеристики как электроемкость мы производим оценку этой способности. То есть благодаря этому, благодаря тому, что у нас есть мембрана, которая является диэлектриком и которая избирательно пропускает заряженные частицы, благодаря тому, что у нас в тканях организма содержатся заряженные частицы, ткани организма характеризуются таким сопротивлением, как емкостное сопротивление. Поэтому полное сопротивление ткани организма будет складываться из сопротивления активного. Вот у нас здесь формула показана. Здесь будет присутствовать активное сопротивление
И будет также присутствовать емкостное сопротивление. XC. Кроме того, также нужно учитывать тот факт, что емкостное сопротивление у нас будет зависеть от частоты. При увеличении частоты переменного тока данное сопротивление будет уменьшаться. Формулу посмотрим на следующем слайде. Ну а тут у нас показана эквивалентная электрическая схема ткани организма. Первоначально предлагались схемы, которые содержали последовательно соединенный резистор и конденсатор. Также предлагались схемы, где имеются параллельно соединенный резистор и конденсатор. Но вот наиболее удачной является вот эта вот схема, где у нас последовательно соединенному резистору и конденсатору подключается параллельно еще один резистор. В данном случае зависимость полного сопротивления от частоты соответствует поведению ткани организма. То есть у нас полное сопротивление, импеданс, зависит от частоты, и если мы рассматриваем поведение ткани организма в зависимости от частоты, мы имеем вот такой вот график зависимости. То есть при увеличении частоты сопротивление у нас уменьшается и уменьшается до определенной величины, далее уже не изменяется. Посмотрим на выражение для зависимости емкостного сопротивления от частоты. То есть если у нас частота электрического тока будет увеличиваться, то емкостное сопротивление будет уменьшаться. Также уменьшается и полное сопротивление, что как раз мы в данном случае наблюдаем на графике. И вот что касается все-таки метода реографии, о котором мы начали говорить. То есть реография – это регистрация изменения импеданса, полного сопротивления тканей в процессе сердечно-сосудистой деятельности. То есть возможно оценить функциональную активность как сердца, так и головного мозга, конечностей, в зависимости от крови наполнения. То есть если происходит наполнение сосудов крови, то импеданс будет уменьшаться, ну и в обратном случае наоборот. В данном случае используют переменный ток частотой 20-30 кГц и фиксируют кривую, которую называют реограммой. Кроме того, также зависимость импеданса от частоты можно использовать для оценки жизнеспособности тканей, которые необходимо трансплантировать. То есть если у нас ткань живая, то при увеличении частоты будет наблюдаться уменьшение импеданса. Если же ткань нежизнеспособная, если клетки убиты кипячением, то в данном случае активное сопротивление только присутствует, емкостного сопротивления мы не наблюдаем. Поэтому в данном случае зависимость импеданса от частоты будет прямая линия. То есть это тоже используется в медицине, то есть оценка состояния тканей в случае трансплантации. Ну, что касается реографии, здесь у нас показана процедура снятия реограммы. То есть накладываются электроды и далее происходит снятие зависимости импеданса в течение времени на определенной частоте. Здесь у нас показаны графики зависимости. То есть видим, что у нас имеется увеличение импеданса, снижение импеданса, то есть в зависимости от того, какое кровое наполнение ткани в данном случае присутствует. Далее врач у нас оценивает данную зависимость и делает вывод о функциональном состоянии данных тканей данного органа. То есть вот в этом вот у нас заключается применение реографии в медицине. Ну, вообще у нас лекция подходит к концу. И что мы сегодня с вами выяснили? То, что у нас, во-первых, ткани организма характеризуются определенными электрическими свойствами. То есть это электропроводность и удельное сопротивление также. То есть разные ткани характеризуются в зависимости от того,
какой их состав. То есть те ткани, которые богаты водой, они характеризуются большим значением электропроводности. Кроме того, также мы выяснили, как применяется постоянный и переменный ток в медицине. И, кроме того, также мы выяснили, какое действие оказывает постоянный и переменный ток на ткани организма. На этом все. Лекцию заканчиваем. И благодарю за внимание.